Итак, каминная топка Utool i80 Panorama BP в работе. Можно видеть, что она практически забита топливом под завязку. Работает уже около 2 часов, но разгорелась она вот на полную мощность не так давно. И что могу сказать? Да, конечно, сидеть возле нее тепло. Но если учесть, что производитель позиционирует ее номинальную мощность как 9 киловатт, и, следовательно, вот по средним усредненным параметрам она может отопить 90 квадратных метров, не верьте этому. Вот здесь помещение небольшое, правда потолки высокие. Вот я сейчас его покажу по кругу. Там планируется парилка, маленькое окошечко, а в углу стоит та самая буржуйка советских времен ПОВ-57. Так вот, эта печка раскочегаривалась здесь в морозы, вот это помещение, с этим же дымоходом до плюс 12 градусов. А камин ютуловский хваленый, сейчас я покажу градусник, но вот где-то около 0. Видно плохо. Вот. Значит, помещение примерно такое вот. Ну, здесь 8 квадратных метров. Ну и там где-то 10. Значит, где-то 18 квадратных метров. Но чтобы это здесь отопилось каминной топкой ютуловской, хваленой, которой мощность заявлена 14 киловатт в пиковом режиме, это неправда. Поэтому тот, кто планирует отапливаться этой топкой, будьте внимательны при покупке. Выбирайте топки те, которые декларируют, ну, очень скромные показатели. Вот. В Ютуле я разочаровался. Да, топка хорошо выглядит, овальное такое округлое стекло, панорамное. Собственно, у всех продавцов плохие фотки этой топки, она вживую выглядит гораздо интереснее, красивее. Ну, на мой взгляд, за счет этого стекла панорамного. Большая, хорошая топка, есть конвекционный экран сзади из какой-то оцинковки. Но надо сказать, что тепло едва-едва идет отсюда. То есть можно бесконечно долго вот так держать руку, и вы не будете испытывать никакого дискомфорта. Примерно как от одного радиатора в квартире тепла. А вот та буржуйка при аналогичном топливе, это советская буржуйка ПОВ-57, в 30 раз дешевле. Вот. Она, может быть, здесь вот темно уже, не очень хорошо видно, но она прекрасно справлялась с отоплением. Топил я брикетами, дровами и углем одновременно. В общем-то, раскочегаривается дровишками, щепочками, поленцами колотыми, добавляются брикеты, березовый руф и угля. И от топки жар стоял нестерпимый в радиусе метра. То есть приходилось, долго не выдержишь, не просидишь. Причем вот эта топка в 30 раз дороже. Это было куплено со скидкой. Я к тому говорю, что я купил ее за 75 тысяч в Москве в одном из магазинов каминных, торгующих топками, каминами, ну и так далее. Рекламу делать здесь не буду. Обещанную вязанку дров сухих шведским, норвежским производителям так мне и не прислали. Ну да бог с ней. Москвичам, может, холодно, мерзнут. Но насчет
возможностей обогрева этой топкой у меня очень большие сомнения. Выбирал я ее, исходя из точности регулировок. Вот сейчас открыл заслонки на всю, можно посмотреть. Пламя начинает разгораться, причем очень интересно сделан обдув стекла. У меня немного стекло закоптилось, я его чистил, потому что увлекался режимом тления. Бывает, уезжаешь, оставляешь все, прикрываешь все заслонки, чтобы тепло в трубу не уходило. Вот сейчас видно, пламя сильно разгорелось. Надо сказать, что, как обещали, что стекло очищается после 40 минут интенсивного горения, нет, ничего подобного, его пришлось оттирать. А круговорот воздуха в топке организован вдоль стекла вниз и как-то по кругу. Особенно это видно, когда разжигаешь, и дрова не очень сухие, задымление идет, и вот дым как раз показывает ход этого воздуха в топке. Довольно интересно, надо сказать. Топка, конечно же, для созерцания предназначена, да, только для созерцания. Вот видно в верхней части пламя-отбойник металлический, чугунный, он устанавливается отдельно, все части устанавливаются отдельно.